Hello, my name is Tanya Bratz, and today I will show you the Bratz Play Sports Kicking Karate Roxy review. This video will be in Russian language, but for your convenience you can turn on the English subtitles. Привет всем, меня зовут Таня Братz, и сегодня я покажу вам ревью и распаковку на эту бомбическую куклу Bratz Play Sport ударное карате Roxy. Эта кукла моя самая любимая из этой серии. У Play Sports были 3 волны. Первая волна это 2005 года, вторая волна это кукла 2007 года, и третья волна это кукла 2008-2009 годов Play Sports. Также в коллекцию Play Sports 2005 года вместе с Roxy выходило еще 6 персонажей. Это Хлоя, гольфистка, Саша, черлидер, Ясмин, футболистка, Винесса, теннисистка, Дана, баскетболистка и Мейган, боулингистка. Коробка полностью выполнена из прозрачного блистера, а также имеется прозрачная пластиковая ручка наверху коробки. Коробка трапециевидной формы. На коробке изображен арт персонажа, название коллекции Play Sports, логотип Bratz, имя Roxy, а также надпись Kicking Karate, что переводится как ударное карате. Также имеется надпись The Only Girls with the Passion to Fashion, только для девчонок со страстью в моде. А также здесь присутствует надпись, которая переводится как каждая Bratz занимается разным видом спорта. Теперь откроем блистерную коробку. Так выглядит куколка без блистера. Внутри куколка закреплена на задник, который имитирует зал боевых искусств. С куколкой идет карта-наклейка и расческа в виде звезды. Сама куколка одета в тренировочный костюм, который состоит из кимоно, топа, бридж, тапочек и спортивной сумки. Внизу на картонной вставке мы видим логотип Bratz, название коллекции, надпись «Это девчонка в игре», а также здесь присутствует текст, который переводится как «Отодвиньтесь, потому что Bratz демонстрирует свои любимые виды спорта, показывающие миру, что дело не только в том, как вы играете или участвуете, но и в том, как вы выглядите, когда побеждаете». А также здесь есть 3 промофото кукол из коллекции Play Sports. Это Tennis Ice Винесса, Kicking Karate Roxy и Blazing Basketball Dana. И также присутствует надпись Collect All 7, то есть собери все 7. А также на нижней части картона нарисован логотип Bratz, арт персонажа, надпись Play Sports. Также присутствует надпись «Это не просто игра, это показывает так, как вы выглядите, когда выигрываете». А также здесь присутствует штрих-код и основная информация о компании. А также здесь есть адрес сайта, но, к сожалению, он уже не рабочий. И давайте откреплять куколку от картонного задника. Okay. В общем, в процессе распаковки я обнаружила то, что здесь есть использованный сертификат MGA Entertainment. Кстати, что странно, в коробке нету обычного каталога Bratz, который выходил каждый год. Это очень странно. Это, конечно, не первая моя Bratz в коробке, но это первая Bratz, которая из Америки пришла в коробку. Капец, я уже не могу представить, что эти куклы уже здесь 17 лет уже. Так, погоди. 14? Или что, 19? Нет. Да, 14 лет. Вот так выглядит картонный задник. Как я уже говорила, на картонном заднике присутствует имитация зала для боевых искусств. Нарисованы стены, двери и гобелен, на котором изображены китайские или японские иероглифы. Карточка выглядит таким образом. Это карточка-наклейка. Приступим к самой куколке. Куколка, как я уже говорила, одета в легкое тренировочное кимоно красного цвета с орнаментом драконов, с изображением иероглифов. И девочка, которая нарисована в анимешном стиле, также в тренировочном кимоно. На кимоно также есть окаймление черного цвета спереди и на рукавах, а также на куколке надет черный пояс. Скорее всего, этот черный пояс символизирует то, что Roxy уже и владеет. А также на кукле майка черного цвета, окаймленная бирюзовым цветом, также на рукавах и на горловине. А также на кукле бриджи бирюзового цвета, на которых изображен дракон
и также японские или китайские иероглифы. А также на штанинах снизу присутствует темная окантовка. Куколка одета в тапочки на черной платформе с красными ремешками. А также с куклой идет тренировочная сумка, выполненная из шелковой ткани, также с восточными узорами, окаймленная двумя лентами в виде ручек. Вообще карате считается японским боевым искусством, которое было вдохновлено боевыми искусствами шаолинских монахов. Поэтому я не могу понять, какие иероглифы у нее на кимоно и на брюках, потому что, скорее всего, это было заимствование, и древний язык Японии был похож на китайский. А также волосы куколки заплетены в два толстых густых хвостика. Волосы куклы красновато-медные с черными лированиями. Личико у куклы очень миленькое и симпатичное. На лице есть легкий персиковый румянец, а губы ее окрашены в ярко-алый цвет, и имеется характерная родинка под губой у персонажа. Бровки светло-коричневого цвета. Глаза у куколки нежно-лавандового цвета с мятными вкраплениями, а также имеются розовые полоски по окружности радужки. Зрачок черный с белым ликом. А также у куколки на глазах тени светлого мятного оттенка в уголке глаза и нежно-голубые в начале глаза. Имеется имитация века, также прорисована коричневым цветом, и сиреневатые тени на верхнем веке. А также у куклы имеется черная подводка наверху и внизу глаза. У куклы 5 ресничек сверху и 3 реснички снизу. Также на кукле надеты красные сережки-гвоздики. Это подошел мой первый обзор на куклу Bratz Roxy Kicking Karate. И я очень рада, так как она стояла у меня, кстати, очень долгое время на полке, и у меня руки все чесались ее распаковать, но это уже, да, отдельная тема, и вообще это можно вырезать потом при монтаже. На этом подошел к концу мой обзор на замечательную, очень милую Roxy Bratz Kicking Karate. И, блин, я очень рада, что она наконец у меня и в полном комплекте. Я мечтала о ней, наверное, с самого детства, когда я залипала на эти арты. Спасибо, что были со мной и посмотрели это видео до конца. И пока-пока!